Мы так устроены, что инстинктивно ищем приватности. Тонируем окна своих автомобилей, задергиваем плотные шторы и надеваем темные очки не всегда от солнца. Стремимся сохранить контроль над личным пространством, но привычная «мой дом, моя крепость» превращается в иллюзию с приходом технологии Wi-Fi CSI, которая в буквальном смысле видит сквозь стены. Я изучил эту технологию и внедрил ее в свою систему домашней автоматизации. Но чем глубже я погружался в тесты, тем четче понимал, мы стали еще уязвимее, чем казалось. Некоторые решения обещают видеть сквозь стены, определять, где вы находитесь и в какой позе, какой у вас пульс и даже считывать ритм вашего дыхания. И это гораздо больше, чем просто смотреть сквозь стены. Как и любой инструмент, Wi-Fi CSI работает в обе стороны. Он может стоять на страже вашей безопасности, а может превратить ваш дом в абсолютно прозрачный аквариум. Прямо как в игре Beholder, только вообще без видеокамер. Где гарантия, что прямо сейчас кто-то не анализирует эфир вокруг вашего дома, просто улавливая сигнал вашего же роутера на вот такую крошечную плату? В этом видео мы детально разберем Wi-Fi CSI и протестируем несколько open source проектов, которые обещают доступ к этой технологии каждому. Соберем свою систему обнаружения и проверим, где здесь реальные возможности, а где лишь громкие лозунги маркетологов. Забегая вперед, некоторые решения работают действительно впечатляюще. И, конечно, обсудим, как защитить свою приватность, если эту технологию решать использовать против вас. И если видео будет полезно и интересно, поддержите канал своим лайком, подпиской и комментарием. Также вы можете выразить свою поддержку на Patreon, получить фидбэк и доступ к видео, которых нет здесь. Выражаю искреннюю благодарность каждому из вас, кто это уже сделал. Погнали! Чтобы было понятнее, как устроена эта технология, давайте представим комнату, в которой, как водится, установлен роутер. Также в комнате разместим сенсор, который измеряет силу сигнала. В пустой комнате он будет фиксировать определенное стабильное значение. Но как только в комнате появится человек, он начнет мешать и искажать сигнал. И датчики это моментально зафиксируют. А если мы установим второй датчик, то сможем уже определять местоположение человека. Так как для одного датчика сигнал будет искажен больше, чем для другого. То есть, если человек будет посередине комнаты, датчики будут фиксировать приблизительно одинаковые искажения. Но так как волны Wi-Fi проходят сквозь стены, датчики могут снимать показания, находясь за пределами помещения. Именно эта особенность делает CSI единственным доступным решением в определенных ситуациях. Видеокамеры и датчики движения полезны только в зоне прямой видимости, в то время как Wi-Fi Sensing будет сканировать площадь вне зависимости от преград. Конкретно эта плата может покрывать до 50 квадратных метров, а в версии с антенной даже больше. Звучит круто, особенно если учесть тот факт, что это доступно абсолютно всем. Сама плата стоит $10, а open source проектов, обещающих это реализовать, достаточно много. И начнем с самого нашумевшего проекта, который успели восхвалить десятки, а то и сотни блогеров. Это проект TrueView. В описании проекта в самом начале написано: обнаруживайте людей, измеряйте дыхание и частоту сердечных сокращений, отслеживайте движение сквозь стены. Окей, переходим на их демонстрационную страницу, и глаз радуется. Здесь определение количества человек, а также их поз в пространстве в реальном времени и даже частоты их пульса и дыхания. Выглядит как готовый софт из фильмов про шпионов. Естественно, я не смог пройти мимо. Потратив несколько дней на изучение документации, сбор прошивок, настройку окружения, прошивку нод и многое другое, с 15-го раза мне все удалось настроить. Остался один финальный штрих – запуск. Итак, запускаю докер и ноды в режиме монитора. Открываю веб-интерфейс. Пока он в режиме демо, но обновим страницу и видим, что теперь все в лайв режиме. Это победа. Дальше переходим в интерфейс и здесь также видим, что это лайв режим. И стримят 3 клиента. Здесь системные метрики, можем изучить архитектуру, как это должно работать, перформанс, вкладка приложения, где это может использоваться, если вы вдруг не увидели эту информацию на главной странице. Очень порадовала вкладка Sensing. Видим, что подключена плата и показания передаются. Здорово. Далее вкладка тренировок, то есть предполагается потренировать вашу модель. Но самое красивое – это вкладка обсерватория. Здесь биологические метрики и сила сигнала. И больше всего подбадривает плашка, что это лайв режим. Также можно зайти в настройки и настроить интенсивность мигания и даже источник. Но вне зависимости от настроек это не заработало ни при каких действиях. Ни с манипуляциями на стороне бэкэнда, ни в самом интерфейсе. Да, режим монитора и сырые данные получаются, но все остальное так номинально, никакого реального трекинга. Интересно, что когда я отключил свой роутер, черти в симуляции продолжали скакать, как ни в чем не бывало. Ладно. Как любой, кто пытается запустить проект, я заглянул в раздел проблем. И там классика.
куча багов, софт не собирается и так далее. Но больше всего меня заинтересовала тема, а работает ли это вообще хоть у кого-то. Перехожу, и первый ответ говорит: репозитарий галлюцинация и проект подделка. Безуспешно, ничего не получилось, у кого-то ничего не получается на протяжении нескольких недель. Тесты провалились, не работает. Точно соглашусь с Остином, этот интерфейс полная ерунда, созданная ИИ. Но большинство этих вопросов просто не возникло, обратите внимание на одну единственную фразу в том же файле readme. Accuracy is still synthetic until real data validation. Простым языком, вся эта красивейшая картинка с позами и дыханием пока просто нарисованная компьютерная симуляция, а не реальные данные с антенны. Но в сети это подхватили как готовую магию. Я не стал, как некоторые, терять на это несколько недель. Для меня вполне очевидно, что этот распиаренный проект ляпа. И это очередное доказательство того, как распиаренные вещи часто не оправдывают ожиданий. В общем, это совсем не то, что я искал, потому что мне нужно то, что работает на 100%, устанавливается за несколько минут и масштабируется по щелчку пальцев. Я проверил еще несколько проектов, но не буду забивать вам голову их плюсами и минусами. Расскажу про тот, который выбрал для себя, самый простой в установке и реальной жизни. Это eSpectre от Francesco Paci, кастомный компонент для ESP Home. А ESP Home, на минуточку, это родная система от самих разработчиков Home Assistant. Все устанавливается и заводится буквально за несколько минут. И так как прошивка и запуск крайне простые, заодно покажу, как установить Home Assistant, если кто-то еще не установил и не знает как. Итак, переходим в проект и в описании читаем: eSpectre — система обнаружения движения на основе анализа спектра Wi-Fi CSI с интеграцией в Home Assistant. Никаких преувеличений и хайповых обещаний. Вы можете ознакомиться со всем проектом, но для установки нам нужен пункт «Быстрый старт». Автор говорит, что это 10-15 минут, но на самом деле это реализуется намного быстрее. Если перейти на страницу Setup, увидим саму инструкцию. Чтобы заполучить сенсор, необходимо пройти 3 элементарных шага. Но для начала, как и обещал, покажу, как установить Home Assistant. В нем вы сможете управлять и мониторить показатели, добавлять почти любые устройства, бытовую технику, датчики и настраивать автоматизацию. В общем, управлять умными устройствами и в частности данными датчиками. Это можно сделать на любой OS, но я рекомендую Linux, который вы можете установить на любой устаревший ПК, ноутбук, Raspberry Pi и даже на мини-ПК за 20 баксов. А если вы знаете, как это сделать, вы можете промотать чуть дальше. Итак, открываем терминал и первой командой устанавливаем Docker и Docker Compose. Здесь я жму No и дожидаюсь установки. Далее включаю и запускаю службу Docker. И следующим шагом добавляю текущего пользователя в группу Docker. Далее применяю права группы. И теперь создаю папку Home Assistant и перехожу в нее. В этой папке открываю файл конфигураций и размещаю данный код. Временную зону можно указать любую. Сохраняю и закрываю. После этого создаю и запускаю все сервисы, описанные в созданном файле. И дожидаюсь установки. И после установки нам доступны локальные веб-панели. Home Assistant на порту 8123 и ESP Home на 6052. В будущем он пригодится для интеграции различных плат. Далее переходим в стандартную регистрацию, создаем пользователя, выбираем местоположение и так далее. Затем авторизируемся и попадаем на главную страницу. Также после установки вы можете загрузить приложение на ваш смартфон и управлять всем оттуда. А теперь давайте создадим и подключим сенсор в Home Assistant. Возвращаемся в гид проекта, переходим в релизы и скачиваем прошивку для своей платы. У меня ESP32S3. Есть версии прошивок с машинным обучением. Дальше подключаем плату к ПК и переходим на страницу ESP Connect. И здесь жмем Connect и выбираем ваше устройство. Жмем на вкладку Flash Tools, выбираем ранее скачанную прошивку, ставим галку, нажимаем «Прошить» и дожидаемся окончания. Следующим шагом нужно скружить плату сенсор с вашим Wi-Fi, одним из 3 предложенных способов. Я выбираю второй вариант, перехожу по ссылке, кликаю «Соединиться» и выбираю плату. И дальше жму на значок Wi-Fi. Ввожу название сети и пароль. Нажимаю «Подключиться» и нода готова. Теперь, если мы вернемся в Home Assistant, увидим новое обнаруженное устройство. Далее его нужно добавить, выбрать или создать локацию, где он будет трудиться. И в самом начале рекомендую создать панель для быстрого доступа к показаниям ваших сенсоров. Нажимаем «Добавить панель», называем как хотим, выбираем иконку и готово.
Теперь она будет отображаться в боковом меню. Но если мы в нее перейдем, там ничего не будет. На начальном этапе вы можете перейти в меню устройства и службы, далее в ESP Home и здесь нажать «Добавить на панель». И затем все визуально настроить на свой вкус. После того, как все настроено, давайте разберем, что здесь происходит и как это работает. Чтобы датчики работали корректно, нужно нажать на переключатель «Калибровать» и замереть на несколько секунд. Или если вы это делаете удаленно с вашего смартфона, вокруг датчика не должно быть движения. Это и будет состояние покоя, то есть условный ноль. Все, что будет превышать этот уровень, будет считаться движением. Датчик настолько чувствительный, что на расстоянии нескольких метров реагирует на движение кисти, а если датчик за стеной, как минимум на движение руки. Как вы видите, у датчиков разное значение калибровки, так как один находится здесь на столе, а второй за стеной, но оба они реагируют на мои движения. Если установить два и больше датчиков, вы сможете определить не просто факт движения, но и локацию, где именно оно происходит. Но нужно понимать, при визуализации вы не будете видеть поз, максимум тепловое пятно, если смотреть сбоку или как точка на карте. Вот это и есть реальные возможности данной технологии. Это работает и проверено на практике. Давайте поставим точку в спорах о завышенных обещаниях Wi-Fi Sensing. Физика и аппаратные ограничения действительно ставят крест на бытовом снятии пульса и позы через обычный Wi-Fi. Именно с точки зрения физики снять биометрию через обычный Wi-Fi нереально. Длина волны Wi-Fi от 5 до 12 см, а микроколебания кожи от пульса всего доли миллиметра. Вдобавок сам сигнал пульса будет просто теряться в шумах микросхемы. И даже лабораторные сетевые карты вроде Intel 5300 будут спотыкаться о физику, так как у Wi-Fi ширина полосы всего 20-40 МГц. Это дает размытие, и человек выглядит как пятно 3 на 3 метра. Вдобавок всегда будет эффект подвинутого стула. Wi-Fi в квартире это миллионы отражений. Если даже натренировать ИИ в комнате, он может выдать какую-то более-менее достоверную картинку. Но стоит подвинуть стул на пару сантиметров или скинуть тапки в отличном от калибровки месте, картина многолучевого эха полностью меняется, и модель начинает принимать отражение от тапок за пульс. На самом деле технология определения поз и биометрии действительно работает в реальности. Спасатели и медики используют не Wi-Fi, а миллиметровые MM-Wave и UVB радары на частотах 24, 60 и 80 ГГц. Там длина волны всего 3-5 мм, что позволяет честно ловить эти микросмещения. Но цена этих устройств гораздо выше. Повторять это, используя Wi-Fi, не имеет никакого смысла. Во-первых, есть уже рабочие системы, а во-вторых, сама физика Wi-Fi делает такие потуги бредовыми. Что точно, Wi-Fi CSI в реальной жизни отлично подходит для задач определения присутствия и местоположения, перемещения или детекции падения. Но пульс, позы и фазы сна на ESP32 это не технологический прорыв, а чистая фантастика. И тут мы подходим к вопросу, как же защититься от обнаружения местоположения и перемещения в своем собственном доме. Конечно, самый надежный вариант это экранирование, фольгированные утеплители, металлическая сетка в стенах или лоу и пленка на окнах ограничивают прохождение сигнала. Нет сигнала за пределами комнаты, нет и CSI-матрицы для посторонних. Также это динамический шум в комнате, как программный, так и физический. Например, обычный вентилятор с металлическими лопастями создает постоянный доплеровский сдвиг и фазовый хаос, чем перегружает алгоритмы фильтрации. А чтобы не использовали ваши устройства, решением будет уменьшение силы сигнала роутера или переход на Wi-Fi 6 ГГц или кабель. 6 ГГц плохо проходит сквозь стены, а проводной Ethernet полностью лишает систему радиосигнала для анализа. Надеюсь, это видео помогло вам разобраться в данной технологии, а кто-то, возможно, реализует ее для домашней автоматизации. Если было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Остались вопросы, задавайте их в комментариях. На этом у меня все. Увидимся.